О, стоп, что происходит? А! Бляха! Что происходит? Поцелуй. Ура! Я вернулся! Хотел бы я хоть кому-нибудь это сказать, но... Единственный, кто меня может услышать, спит уже 3 дня подряд. Абди, а ну-ка просыпайся. Абди нет. Так, сейчас разберемся. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней, где мы наконец-то вернулись домой. Да, как бы странно это ни звучало, но я действительно рад, что наконец-то меня не окружает толпа людей, торгашей и даже тех, кто желает мне добра. Связано это с тем, что за несколько серий стало очень хорошо понятно. В Египте грань добра и зла немного, скажем так, другого уровня. Например, вот перед нами Бурис, спасает раба, спасает меня, протягивает руку помощи, а вот этот же Бурис, который какого-то черта держит несколько рабов у себя в каюте. Что, бляха-муха? Не, возможно, я делаю поспешные выводы, и Бурис просто спасал этих рабов от какого-нибудь рабовладельца, но, тем не менее, да, я все равно рад, что вернулся к себе домой на Зеленую Поляну. Привет, домик! Но, также напомню, что в предыдущей серии, помимо рынка, я случайно забрел к одной красавице, которая оказалась то ли некой предсказательницей, то ли... девушкой приватного танца. Короче, зайдя к ней в палату, началось то, чего я явно не ожидал увидеть или услышать. Она начала говорить очень странным магическим голосом, буквально рассказывая мне обо мне, но при этом в третьем лице. Как там было? Прошедший сквозь обман, кошмары, ужас, грязь, видавший много драм, в пустыню вознесясь, он всем откроет нам, нисколько не таясь, пути к чужим мирам, сквозь артефактов связь. Я думаю, что это речь обо мне, потому что да, я прошел сквозь обман, сквозь кошмары, видал много драм, я вознесся в пустыню, и теперь египтянам покажу пути к чужим мирам при помощи связи каких-то артефактов. Ничего не понятно, но, возможно, она просто бредит. Да, возможно, она просто бредила. Просто здесь самое интересное то, что примерно через секунду она уже не смогла вспомнить, что говорила это, и прогнала меня. Ну ладно, это все глобально, это все интересно, но у нас появилась локальная проблема: пропал Абди. Хотя уже на самом деле не пропал, потому что я его до серии нашел. Вон он, ходит, что-то собирает. Выспался, бедолага, да? Привет, поговорим? О, вы вернулись. Ой, знаете, я так волновался. О, спасибо, Абди. Хоть кто-то обо мне волнуется. Что еще скажешь? Да уж, не думал, что я буду так за вас переживать. Я многих потерял за свою жизнь. О, простите. Это сильно. Да, эта фразочка куда посильнее, чем предыдущая. Еще что-нибудь? Да, я хотел сказать, как же здорово, что с вами все в порядке. Нет, это здорово, что с тобой все в порядке, Абди. Ну, и все, спать пошел. 3 дня спал и еще захотел. Ну да, логично, логично. В общем, появилась у меня одна шикарная новость. Я уже на протяжении серии 5 хочу сделать себе страсть винодела. Это сет брони, полный комплект которого дает бонус: костная мука не будет использоваться. И самое тяжелое здесь — это перчатки. Редкий ингредиент для крафта. Выбивается либо со странствующего винодела, либо покупается у винодела. Ну а я, как вы понимаете, не лыком шит. Начал смотреть по миникарте и тадам! Я нашел деревню. Но-но-но, перед этим спать. И про прокачку не забывать. Напоминаю, в конце предыдущей серии мы нафармили целых 2 лазотеповых скоробея. Здравствуй. Ой, простите, я все никак не могу отвыкнуть, что вам не нужно кланяться. Да, еще раз привет, не нужно. Знаете, я так рад, что вы вернулись и... Так, а ты же уже говорил это. Что? Зачем? Я Зачем умоляю. What the fuck? Простите меня. Что? Простите, прошу. Бурис вчера так громко говорил. Я не хотел подслушивать. Честно, клянусь. Бляха, как мне на это реагировать? Я просто ком в горле сразу, я не знаю, что говорить. За подслушивание разговоров ты будешь наказан. Скройся с моих глаз.
А, то есть, погоди, он извиняется за то, что он подслушал разговор со мной и Бурисом, да? Пипец. Абди, что случилось? Давай, я помогу тебе встать. Абди, встань и говори нормально. Что случилось? Наверное, вот это, да? Такой самый нейтральный. Че, он сам встать не сможет? Встать? Ладно. Я случайно вчера подслушал, как вы с Бурисом вернулись с рынка. А до этого я слышал ваш разговор, как вы туда собирались. Так, и что? Ну, подслушал и подслушал. Я волновался, когда вы пропали. Потому что я подумал, а что, если вы никогда не вернетесь? А я так и не смогу... Знаете, я подумал, а что... Может быть, вы сможете там раздобыть кое-что для меня? Это мелочь, это клянусь, это мелочи. Просто видите ли, я, как и все абды, поклоняюсь великой Кнеф-Мтити. Обстоятельства, при которых я покинул Нар, были крайне неудачными. В общем, у меня нет даже специального ритуального ножа. Вообще, я ненавижу оружие. Но ритуальный нож должен быть у каждого. Прошу вас, у меня нет ни одного утена. Но я расплачусь с вами. Я расплачусь, как-нибудь иначе. Умоляю вас. Вы поможете мне достать хотя бы самый простой нож. Подожди. Ты же знаешь... Ну, он-то знает, просто... Напоминаю, что Кнеф-Мтити — это богиня смерти. То есть, ритуальный нож, чтобы что? С собой что-то сделать? Абди, ты это самое... Я же могу отказаться, да? Нет, ты и так мне должен за то, что я позволяю тебе здесь жить. Поплывешь в порт с нами, сам заработаешь себе на нож. Хорошо. То есть, подожди, я не могу отказаться. Не, как бы я могу отказаться, но при этом я жестко похерю все отношения с Абди. Я просто не хочу покупать ему нож и все. Подожди, а я могу согласиться и там не купить ему нож, например, вот... Ладно, давайте согласимся. Правда. Спасибо, господин. Огромное вам спасибо. Чего? Я тебе не господин. Стоп, почему он хромает? Абди, ты почему хромаешь? Он хромал. Но до этого он не хромал. Либо я не замечал. Возможно, я не замечал. Честно скажу, меня очень сильно смущает его желание получить какой-то нож. Так, квестов завершено 1. Средняя репутация 35. Почему она падает каждый раз? Алло! Было 70, потом что-то 40 с чем-то. Может быть, потому что кто-то еще появился? Нинель, вы посмотрите. То есть, несмотря на то, что я тогда дал ей чай, я прям совсем немножко репутацию и отношения поднял. Да уж. Абди меня, конечно, любит, что пипец. Бурис, скажем так, лучше, чем Нинель относится, но я бы не сказал то, что Бурис лапочка. Так, и у меня в итоге задание, да? Ритуальный нож Кнеф-Мтити. Абди попросил меня раздобыть на рынке Нара ритуальный нож. Он сказал, что такие есть у всех абдей или абдов. Что это значит? Надеюсь, нож не будет хотя бы слишком дорогой. Да, это, кстати, правда, денег у меня нет. Напомню, что все это время я хотел прокачаться. Так, Абди что-то собирает. У меня 2 лазотеповых скоробея, у меня 4 серебряных скоробея. Надо тратиться, это точно. О, купец. Применяет максимальные скидки к торгам крестьян. Это мы берем, потому что прямо сейчас мы и собираемся пойти куда? Правильно, в деревню. Далее, серебряных мы прокачаем тоже на какую-нибудь торговлю или что-то подобное. Я думал, это скорость, а это максимум здоровья за броню на ботинках. Не, вы можете смешивать зелья? Офигеть. Слушайте, а давай. 1, 2, 3. Все, алхимика прокачали. Так, и теперь давайте пойдем сюда. Смешивание зелий. Шанс создать усиленное зелье плюс 5%. И, блин, одного скоробея не хватает. Ладно, у меня есть еще 2 золотых. Это мы прокачиваем, наверное, бой, потому что давным-давно пора. 1, 2, нормально. А вот Ауритеху я потрачу на выносливость, потому что чем больше выносливости, тем больше я могу бегать. А бегать мне сейчас и правда нужно. Итак, самый ближайший вейпоинт к этой деревне — это портал в ад. То есть мы прямо к нему сейчас телепортируемся. Я сказал телепортируемся. Теперь это делается вот так. Вау. Прикольно.
И, наконец-то, мы прибыли. Наша самая первая деревня за весь сезон. Я прекрасно понимаю то, что в деревнях есть кровати, поэтому мы поспим. Да, самое первое, что мне нужно сделать, это даже не поторговаться, это не посмотреть на кого-то. Картограф, я посмотрю на тебя. Прошу прощения. Так, а вы кто такой? Лесник. Все. Хе-хе-хе, моя кровать. Надеюсь, вас там никто не убьет. Я слышу, как зомби дерется. Зомби? Кому? Так, видимо, кто-то уже умер. Оружейник, охотник. Так, что охотник делает? Вот оно, скидки. Чего? За одну кость я получу 1 изумруд? Ну ладно, я не против. Вот это я понимаю, скидончик. Так я тут могу изумруды фармить только так. Не, я как бы понимаю то, что по лору в этом мире изумруды это просто ничто, потому что здесь скорее правят утены. Ну блин, просто для меня, как старого майнкрафтера, бессюжетного, изумруды это как будто ого-го. За одну косточку. По итогу, ребята, конец. Я самое главное, даже если просто ввожу винодел, то тут нету никакого стола. То есть буквально он, получается, просто должен то ли заспавниться, то ли что. Так, а ну-ка. А вы кто такой? Здравствуйте. Стоп! Чувак, так я тебя ищу все это время. Подожди, а ты перчатки не продаешь? Какого черта? Чел, ну какого? Так, сок из белого винограда. И на него, кстати, не распространяются скидки. О как! Перо первопроходца, пустыня. 13 стоит. Это ровно столько, сколько у меня сейчас. Не-не-не. Так, слушайте. Странствующий винодел, да? Так, что с тебя падает? Я не могу посмотреть. Как это посмотреть? Перчатки? Во, да, смотрите. Я, получается, могу выбить с 10% шансом. Я могу сейчас очень жестко понадеяться на то, что выпадет перчатка. И я очень понадеюсь, кстати говоря. Давай, чел. Давай. Ну, не повезло. Я теперь, кстати, не понимаю. Они, получается, эти странствующие виноделы спавнятся прямо около деревни, да? Мне бы найти обычного винодела. Так и я могу создать такого. Для него нужен пресс для яблок, который создается очень просто. Первым делом создаем здесь деревню, сохраняем, телепортируемся домой, пресс создаем, забираем, заново в деревню забегаем. О! Так, что это они? Блески какие-то появились. Чё? О! Мне дали... Мне золотой топор подарили, охренеть! Это они к колоколу идут, кстати говоря. Короче, давайте я сделаю так, что вы можете дойти до колокола, но после этого вы станете виноделом, окей? Ребята, шикарные новости! Я поспал, и все-таки у меня появился винодел. Здорово! Так, у тебя, получается, должна продаваться перчатка, да? Я у тебя покупаю семена. Далее ты прокачиваешься. Угу. Я покупаю у тебя там бутылочки всякие, ля-ля-ля. А теперь... Ты все еще не продаешь гребаные перчатки! Цветочная клумба можно поставить. Мешок красного винограда. Ну-ка, цветочная клумба, это интересно. Возьмем. И все, изумруды кончились. Несмотря на то, что я вроде бы стал богатым, не получилось. Ладно, возможно, в будущем я смогу это купить. На каком это уровне открывается? На 5-м! То есть мне тебе нужно прокачать 5 раз. Ладно, но это уже тогда потом, когда будут изумруды. Стоп, что происходит? Бляха, что происходит? Поцелуй. Я так испугался сейчас. Что происходит? Надо помочь. Это же был поцелуй Джодаха. Вот, поможет. Абзишка, мне сразу помогать. Эй, что с вами, господин? Я могу как-нибудь вам помочь. О, господин, вы меня так напугали. Вы в порядке? Все хорошо? Да, слушай, вроде бы все нормально. Так, да. Я оставлю вас одного, чтобы вы могли привести себя в порядок. Да вот только кланяться не нужно было. Прошу. Блин. Простите за ведро воды. Я не хотел. Я не хотел, честно. Я не хотел. Да все нормально, это же было наоборот круто. Что это? Как же...
Я не знаю, как просто реагировать, но я же понимаю то, что он запуганный, я просто не могу на него злиться за это. Это вот противоречие во мне, оно туда-сюда. Блин, но то, что я только что увидел, это еще более жопная жопа. Это был поцелуй Джодаха. Тот самый поцелуй, который был в конце сезона «Голос времени». Поцелуй, который символизирует о том, что прямо сейчас я наконец-то могу написать Прунус. Да. О. Джодах? 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 Ворона, заткнись. Джодах? Да. Малус. What the fuck? What the fuck? Я не знаю, как на это реагировать. Это было сейчас так хорошо. Это как воспоминание, или же все-таки это означает то, что Джодаха по своей сути больше не существует? Просто тогда это объясняет, почему тот фараон очень сильно похож на Джодаха. То есть, как будто он переродился в новом теле. Ладно, это тупая теория, я вообще бред какой-то начинаю нести. Тут просто сам факт, что, вау, я в своем измерении. Сейчас, чтобы легче вам было понять, я немного проспойлерю сезон «Голос времени», а именно финал. Если вы не хотите спойлерить себе и, возможно, потом посмотрите этот сезон, то перематывайте на вот этот тайминг. Да, суть в том, если коротко, в финале сезона «Голос времени» мы переписали историю и, по сути, сделали так, то, что каких-то персонажей больше не существует. И я даже больше скажу, те, кого мы раньше знали во всех предыдущих историях, вполне себе теперь могут быть другими людьми. Самый примитивный пример, представьте какого-нибудь добряка из предыдущих сезонов, вот любого. И теперь представьте то, что из-за переписи истории он не стал добрым. Он там пошел по какому-то другому пути, стал самым злодейным злодеем и так далее и тому подобное. Да, вот это и есть та самая перепись истории. Она была как вынужденная мера, чтобы по сути спасти мультивселенную. Потому что из-за некоторых ошибок в «Голосе времени» произошли разрывы в мультивселенной и, скажем так, время начало ломаться. А мы его починили. Починили так, как смогли. И вот теперь у меня вопрос, а Джодах в этой новой реальности, он вообще существует? То есть, ну, получается, должен, как бы, да? Хотя вот то, что я сейчас перед собой увидел, это вообще странно. И опять же, вот эта статуя, которая так похожа на Джодаха, мамочки, я ничего не понимаю. Пока что это, опять же, повторюсь, так жестко запутано. Скопление скинта, добыть мы это никак не можем. Похоже, эти кристаллы слишком прочные для моей кирки. О, нифига себе, прям мои мысли. Похоже, эти кристаллы слишком прочные для моей кирки. Да, я понял. Так, ладно, тогда я не буду копать. Для моей кирки, скопление скинта. То есть, получается, мой персонаж не знает, что это такое, да? Ладно, кристаллы так кристаллы. А я тем временем прописываю малус. И... Та-дам! Давайте немного абстрагируемся от того, что только что было, и вспомним про перчатки. Да, я хочу докачать жителя до 5 уровня. Ой-ой-ой. Привет. Кошмарный сталкер. А я могу как-нибудь аккуратненько тебе того? Как-нибудь очень аккуратненько. Ёб твою мать! Какой же ты страшный! Так, слушайте, он через эту кувшинку не может пройти, прикиньте. Бляха-муха, он выбрался! Нет, чел. Все, убили. Так, теперь крипера. Убили. И давайте проверим, могу ли я докачать винодела до 5 уровня. Покупаем какие-то штуки-дрюки. Он у нас прокачивается. Молодец. Да, и получается, я не могу сейчас купить перчатки, потому что оно потом откроется. Ну, давай ведро купим какое-то. Окно? Слушайте, прикольно выглядит на самом деле. Куплю. Красный виноград. За 1 штуку даешь изумруд. Так погоди. Я же могу вырастить красный виноград и продать, да? Крепкое и твердое. Не требует специальных условий для роста. Ну так это же идеально. Вот так вот взяли и все. И потеряли.
Да, телепортируемся домой. А тут есть какие-нибудь штуки, которые я могу продать? 56 яблок, нифига себе, возьмем. Так, тогда виноград. Выращивать я его буду где-нибудь здесь в углу. Надеюсь, то, что вырастет быстро. Ой, а у меня тут еще и пшеницы куча выросла. И я тут еще, кстати, подготовил целую пашню. Так вот, короче, до серии, как вы видите, я подготовился. Поставил здесь кучу дерна. И могу сделать нашу ферму еще больше. Та-дам! Огромная ферма готова. И после этого посмотреть на Абди с его маленькой-маленькой пашней. Ну, даже не знаю. Ему надо расти. Абди, посмотри на меня. Делай как я. Паши как я. Не, я на самом деле не против. Не против того, что он постоянно таскает вещи, потому что каждый раз он делает что-то новенькое. Вот, кстати, сырую крольчатину принес с охоты. Молодец, одним словом. Так, и у меня тут куча пшеницы нафармилась. Сколько это снопов сена? Только не говорите, что это мало. 15. Это 15 утенов, ребята. То есть, вот если я продам этот сноп сена, у меня будет 50 утенов. Напомню, что мне нужно 2000, кстати. 2 гребаных тысячи. Как я это сделаю? Да никак. Ну ладно, давайте успокоимся, хотя бы немножко прокачаемся. Бой. 3 уровень, 4 уровень. У меня уже дополнительный урон плюс 4%, хорошо. Так, а за серебряного скоробея я прокачаю то, что хотел. Вы можете смешивать зелья. Бам! Так, шанс вернуть стрелу. О, кстати, хорошо, давай. Мы теперь можем даже бесконечность у лука не прокачивать, а просто стрелять и стрелять. Вот только лука у меня нет. Такая маленькая проблемка. Ой, ты что такой грустный? Посмотрите на его глаза. Причем, что самое интересное, я все это время пытаюсь по нему нажать, но нет. Это он из-за того, что облил меня водой? Ну, вообще, на самом деле, вероятнее всего. И так как наступила новая ночь, я не забываю про кости. Боже мой, что это такое? Капитан Мертвая Борода? Серьезно? А, ты, господи, иди ко мне. 5 костей. Я думаю, то, что мне нужно штук 15. Вот, еще призвал. А, бляха-муха. Не, 1 хп, отстаньте. Что? Какого черта? Нет! Убери это, тинь! О-оу. О-оу. О, черт! А! Нет! Так. Мои вещи. Удивительно. Это первый раз, когда я вижу, чтобы при взрыве выпало столько земли, сколько было уничтожено. Хороший у тебя динамит, пират, хороший. Погоди-ка, а может быть я его сейчас прокачаю? Я прокачаю! Да, только у меня больше нет изумрудов. И дай угадаю, ты сейчас будешь перчатку продавать. Чё? Это То есть я тебя качал до 5 уровня, и ты перчатку так и не продаешь. Не паникуем, я уверен, что это всего лишь вопрос времени, потому что у меня появился второй винодел. Я его обязательно прокачаю, но посмотрите внимательно. Я на миникарте нашел еще что-то интересное. Какое-то строение, и еще какое-то строение находится, по-моему, вон там. И вот оно, это строение. Ой-ой-ой. Че это за башня главного злодея? А ну-ка. Меня тут убьют. Я понял. Клянусь, я понял. Так. Ох, вы еще тут спавнитесь постоянно, серьезно? Я пробегу, пожалуй, да? Подожди, это же спавнеры. Запомнили, тут есть спавнеры. Ребята, это хорошая идея добыть здесь спавнеры. Но сначала наверх. Так, тихо. Железный блок. Ничего не вижу. Факел. Да, каменная кирка быстрее. Так, халява железа. Молодец. Привет. Так, здесь у вас кости, хорошо. Еще железо, халява. Чё? Нет! Чего? Утомление 3 уровня, серьезно? Ах вы демонюки. Так, ладно, тогда мы как-то очень аккуратно спускаемся. Черт. У меня же утомление, я даже выломать ничего не мог. Так, все хорошо. Вещи. Все, валим. Сюда. Где я? О, деревня. Фух. Я не помню, когда я последний раз так в Майнкрафте паниковал. Ну, по крайней мере, мы заработали железный блок. Халявный 9 железа. Неплохая находочка. По крайней мере, в ту башню мы точно вернемся. Сами понимаете, спавнеры. Спавнеры — это прокачка.
Спавнеры это мобы, а мобы это ресурсы. А на этом я, наверное, буду постепенно заканчивать. На Абди я нажать так и не могу. Обидно. Ваши догадки, почему он такой грустный. И, конечно же, не забывайте, пожалуйста, подписываться. Ваши подписки, ваши оценки, ваши комментарии — это самый большущий залог успеха в том, что сезон будет продолжать развиваться. Даже не то чтобы сезон, а сезоны и общий лор. Мы тут не на один день приехали, мы тут надолго. Поэтому действительно многое зависит от вас, и не поленитесь. Ну, правда, одно, там, 2 нажатия. Спасибо большое, если не пропустили мимо ушей. А с вами были Лолошка и Прунус.